Привет, дорогие друзья! Сегодня в ремонте вот этот компьютер. Клиент мне не сказал, в чем проблема, потому что сам не знает в чем. Поэтому давайте проверять. Подключаем к электричеству и к кабелю HDMI и включаем. Судя по сигналам, которые издает компьютер, есть проблема с оперативной памятью, либо с контактами. Так, отключаем питание, вытаскиваем кабель HDMI и разбираем крышку. Можно использовать вот этот шуруповерт. Поехали. Так. И так. Оба. Вот и все. Смотрим, что там у нас. Ничего себе, друзья. Смотрите. Ну, типичная ситуация. Человек курит. Видно, что пыль, она такая, такого темного цвета. Первое, что мы делаем, вытаскиваем оперативную память. Вот здесь есть замочек такой. Вы его вот так вот отщелкиваете. С этой стороны нет. Просто поднимаете память аккуратненько. Вот так, именно как я показываю. Вот, мы ее сняли. Отлично. Это DDR4. Контактики стоит почистить. Здесь явно видно, что человек курит. Вот такое у вас в легких, дорогие друзья. Ничего себе! Поэтому бросайте курить. Это сохранит вам здоровье. Поехали дальше. Для того, чтобы почистить контакты, нам понадобится вот такая зубная щетка Light. Видите, что я сделал? Я согнул ее при помощи зажигалки для удобства чистки. Теперь добавляем немного спирта на щетку. И чистим вот такими движениями вверх-вниз. Добавим еще спиртика и чистим второй слот. Точно так же. А теперь мы берем ластик и начинаем чистить контакты самой памяти. Вот такими движениями. Именно вот так. И с другой стороны. Ух ты! Никогда раньше такого не видела. Так, что это за память? Давайте посмотрим. 4 гигабайта. Посмотрите, как вы ее вставляете. Обратите внимание. Память разделяет небольшая выемка. И одна часть памяти
она меньше, чем другая. И так вы визуально можете определить, какой стороной правильно установить память. Открываем замочек и вставляем. Теперь рукой вы должны почувствовать, что она села, уже не шатается. И очень сильно ее вставить. Это очень важно. Так, вот так. Вот и все. Подключаем питание. Подключаем кабель HDMI. И включаем компьютер. Так, где там кнопочка? Вот она. Включаем. Компьютер больше не пищит. Ура! Мы справились. Ой, что это за зеленый экран такой? Так, давайте покачаем HDMI кабель, посмотрим, что будет. О, контакт восстановился. Еще нужно будет почистить у этого компьютера разъем HDMI. Но я это не буду снимать, это делается тоже со спиртом и с зубной щеткой Light. А сейчас мы будем чистить компьютер. Друзья, чтобы снять вентилятор, нам понадобится что-то наподобие обычной плоской отвертки. Плоская отвертка нам понадобится. И вы просто смотрите, что делаете, чтобы его снять. Вот так вставляете в это отверстие и поворачиваете вот так. Вставляете, поворачиваете. Это можно сделать и руками. Но руками не так удобно, как отверточкой. Все, теперь руками можно просто поднять их. Итак, вы поднимаете все 4 держателя. Отключаем питание вентилятора от материнской платы. Вот так. И снимаем вентилятор. Покачиваем. Все. Вентилятор снят. Термопасту тут никто не менял очень давно, кажется. Если посмотреть на вентилятор, это заводская. Посмотрите, сколько здесь пыли. Никотинчик. Это то, что у вас в легких. Вот так вот. Итак, друзья, чтобы почистить этот вентилятор и сделать это наилучшим образом, нужно снять эту пластиковую. Нужно отсоединить вентилятор от радиатора. Почему так? Потому что это никотин. Он не очистится просто, если вы будете на него дуть. Понимаете? Поэтому надо отсоединить. Вот так. Опа. Вот какая красота, дорогие друзья, смотрите. В кавычках. Вот, друзья, я почистил. И тут тоже неплохо получилось.
Пойду сначала все почищу на улицу. Идем чистить? Ух ты! Друзья, ну разве не красота? Ни пылинки нету. Ну, немножко есть, конечно, все равно от этого никуда не денешься, потому что это никотин. А никотин очень сильно въедается. Ну что, теперь что мы будем делать дальше? А дальше мы будем менять термопасту на процессоре. Но для начала давайте его вытащим и посмотрим, все ли в порядке с контактами. Так. Вот здесь тусклый контакт, это нужно обязательно поправить. И тут тоже немножечко есть. Так. Все хорошо. Немножечко почистить надо. Обратите внимание, спирт не убрал. Не убрал эту тусклость, смотрите, видите? Контактик. Контакт по-прежнему остался тусклым. А нам этого не нужно. Тусклость нужно полностью убрать. Это делается с помощью ластика. Дорогие друзья, обратите внимание вот на что. Вот это место я почистил ластиком. Посмотрите, какое оно белое. Насколько оно белее и ярче, чем вот эта сторона. Видите? Поэтому очень важно стирать контакты именно ластиком. Благодаря этой процедуре будет обеспечен более хороший контакт между процессором и материнской платой. Вы, наверное, слышали такое, что кто-то говорит, почему у меня работают только 2 слота? Я могу поставить только 2 планки памяти вместо 4. Причиной может быть не только повреждение сокета, но также тусклые контакты на самом процессоре. Смотрим. Идеально. А сейчас я буду делать то, на что не каждый решится. Однако это очень полезная процедура. Я сейчас покажу вам, как чистить сокет. Значит, как мы это делаем? Для этого нам понадобится щетка Light. Мы ее сгибаем с помощью зажигалки и капаем на нее спирт. Затем
причесываем контакты, как бы в какую сторону контакты направлены, в такую мы и причесываем, как бы очень аккуратно, очень мягонько. И с этой стороны в эту сторону. Значит, здесь мы в эту сторону делаем, а здесь в эту сторону. Вот так. Не нажимая вообще. А теперь в обратную сторону. А тебе не кажется, что это опасно? Нет, ладушка, если делать все аккуратно, то это абсолютно безопасно. Будьте осторожны, друзья. Так. Вот так вот чистим. Теперь смотрим на контакты. Что-то погнулось? Проверяем. Нет, не погнулось. Все идеально прямо и точно. Рассматриваем каждый пин. Все ли в порядке? Благодаря осуществлению этой процедуры, а также чистке ластиком контактов процессора, у вас никогда не будет такой проблемы, что какая-то память в слоте не работает. Ну, если там еще нет какой-то другой проблемы, конечно же. Так, тут все в порядке. Да, мы видим только квадратики, друзья, правильно? Только квадратики, все ровненько. Правильно. Идеально ровненько. Устанавливаем процессор. Вот и все. Теперь ставим термопасту. Ой, что это? Это похоже на что-то очень странное. Как на прогулке. Ладушка, не переживай, это обычная термопаста. Вот и все. Ставим обратно кулер, вентилятор. Для того, чтобы установить вентилятор на процессор, как он был, надо сделать следующее. Поднимаете это вверх, вот так, до упора, и поворачиваете вправо до упора. Вот так. Чтобы здесь не было, внутри не было черненького пина. Понимаете? Чтобы не было. Чтобы было такое расстояние. Потому что если вы сделаете, скажем, будет он внутри, его тоже можно будет прокрутить. Вот смотрите, например, вот так. Его тоже можно будет повернуть. Смотрите, можем повернуть. Но пин остается здесь. Вы не сможете установить его на материнскую плату, потому что это уже закрытый замок. Поэтому нам нужно его обязательно поднять. Видите, поднять мы его так не можем. Мы можем поднять только если он откручен. Вот так. Откручен вот так. Тогда мы можем его поднять. А потом закрутить направо. До упора. По часовой стрелке. Вот. У нас должно получиться так. Вот так он должен быть. Здесь должно быть пусто. Поняли, да? И так делаем каждый. Поднимаю и поворачиваю. Вот так. Теперь что мы делаем? Мы берем вентилятор.
чтобы вот этот угол смотрел вправо вверх. Желательно. Потому что здесь у нас подключение к вентилятору. Кабель вентилятора можно укрепить с помощью стрипа или обмотать его вокруг провода питания, чтобы он не попал в вентилятор. Значит, берем вентилятор и тут есть вот эти дырочки. Да, вот эти дырочки есть. В них мы должны направить вот эти вот пластиковые крепления. Когда вы вентилятор поставите, вы почувствуете, что он сел и уже не двигается. Значит, что вы делаете? Что вы делаете дальше? Вы нажимаете вот на это место пальцем, вот так. Вот сюда. На сам вентилятор нажимаете сюда и одновременно защелкиваете клипс. Также следующий. Надавливаем на сам вентилятор. Надавливаем на него и защелкиваем клипс. О! Следующий. Надавливаем на вентилятор, защелкиваем. И последний. Надавливаем и защелкиваем. Вот так должно получиться. Вентилятор должен крепко очень держаться. Именно вот так, как я показал, это самый правильный способ установки такого вентилятора. Так, вот написано CPU Fan. Именно к этому разъему мы подключаем вентилятор. Если мы подключим вентилятор к другому разъему, то при включении компьютера может появиться сообщение, что вентилятор не подключен. Или есть проблема с вентилятором процессора. Чтобы этого избежать, мы подключаем вентилятор туда, где он должен быть. Именно так. Я подключился к компьютеру через WinC, чтобы вам показать, как проверять исправность жесткого диска и диска SSD. Я рекомендую использовать версию 5.37. Так, давайте посмотрим, что с обычным диском. Статус good. Отлично. Какая скорость у него, давайте посмотрим. Ну, скорость идеальная тоже. С этим диском все в порядке. А что касается диска SSD, давайте посмотрим. 120 гигабайт. Так. Статус unideal, не идеальный статус. Сейчас проверим. Да, статус не идеальный. Не идеальный. Так. Проверяем скорость. Оба, видите, смотрите, как он опустился до 4. До зелененького квадратика опустился. Да, я был прав. Я был прав. Я не зря подозревал этот диск. Диск неисправен. Он тормозит. Очень сильно тормозит. Обратите внимание, здесь 4,8 секунды. Если здесь еще появится на красненьком единичка, а если тут вообще появится, то это уже дела плохи, как говорится. Интересно, что процесс сканирования застопорился. Цифрики не идут.
Этот диск нужно менять, друзья. Все, сейчас буду писать клиентке на WhatsApp и предлагать ей цену ремонта. Надо его менять. Клиентка согласилась с моим предложением, поэтому приступим к замене диска. Разбираем диск SSD. Отключаем все кабели. С обратной стороны есть один винтик, который держит диск. Друзья, никогда не покупайте эти диски. Новенький. Распаковываем сейчас. Устанавливаем новый диск. Позаимствуем у DVD питание и кабель SATA. Подключил старый диск. Сейчас будем делать клонирование. Ctrl-Alt-Delete. Нажимаем F12. А вы знали, что нажав клавиши на клавиатуре Ctrl, Alt и Delete, перезагружает компьютер? Так, Clonezilla сообщает нам, что не может скопировать данный диск, потому что на этом диске присутствуют бет-секторы. Так что же делать? Очень просто. Делаем Rerun 1, Start Clonezilla, Device to Device, Expert, Disk to Local Disk, Source, Destination. Вот это нам нужно выбрать. Обратите внимание, вот эту опцию минус Rescue мы выбираем. Чтобы ее выбрать, нужно нажать на пробел. И все. И нажимаем ОК. Skip checking repairing source file system. OK. Use the partition table from the source disk. Так, теперь нужно выбрать Use the partition table from the source disk. Do not create partition table. Create partition table proportionally. Как бы создать новую файловую систему. И я бы выбрал здесь, оставил бы первую опцию или выбрал бы вот эту опцию. Давайте выберем вот эту опцию. И посмотрим, получится ли у нас клонирование в этот раз или нет. Power off.
Нажимаем F12. Выбираем нашу флешку в Legacy Mode. System Tools. И выбираем программу, которая называется Gparted. Зачем нам нужна эта программа? Она нам нужна для того, чтобы расширить наш Partition C. Потому что сейчас наш Partition C, он составляет 120 гигабайт, а у нас 480 гигабайт. Поэтому нам нужно расширить, чтобы у клиентки было много места на диске C, чтобы она могла пользоваться тем объемом диска, который она приобрела. Gparted это как Partition Wizard, как Acronis Disk Manager, только абсолютно бесплатное. Это свободное программное обеспечение, которое работает на Linux. Заходим, нажимаем Enter и немного ждем. Don't touch came up. Enter. Enter. Просто нажимаем Enter. Отлично. Заходим в Gparted. А вот она уже открылась сама. Выбираем. Видите? Обратите внимание. Как я говорил, наш диск 120 гигабайт. Вот он. А это unallocated space. Значит, что мы делаем? Мы делаем Resize Move. Этот маленький partition в конец. Resize. Окей. И здесь мы делаем тоже. Мы делаем вот так. Нажимаем Resize. Нажимаем галочку. И Apply. Ждем. Нажимаем Close. И выходим отсюда. Нажимаем Exit. Вынимаем флешку. Можно Reboot нажать. Вытаскиваем флешку. И загружаемся. Так, дорогие друзья, что я хочу показать. Давайте проверим malware. Что такое malware? Malware — это нежелательное программное обеспечение, из-за которого тормозит компьютер. Заходим в Google, печатаем Malwarebytes, заходим, скачиваем программу, открыть файл, установить персональное устройство, пропустить и ждем, пока эта программа установится. Кстати, я не проверил, сколько сейчас у нас места на диске C. Отлично, 445 гигабайт. Идеально. Проверяем, устанавливаем программу. Сейчас будем проверять на malware. Открыть Malwarebytes, пропустить, не сейчас. Продолжить бесплатной пробной версии. И делаем проверку. Видите, уже нашел 12 штук. 13. 32. Давайте параллельно сделаем еще кое-что, пока оно проверяется. Так как были бэт-секторы на диске, возможно, повредились какие-то системные файлы. Поэтому давайте сейчас запустим такую команду, которая параллельно проверит нам системные файлы. Так, пишем sfc scanal и нажимаем Enter. И ждем. Так, два окошечка параллельно у нас будут работать. Ждем. Отлично. Вот он закончил проверку. Нажимаем поместить в карантин 32 объекта. Готово. Эту программку теперь можно деактивировать или удалить. Закрываем. Windows летает, просто прелесть. Хорошо. Сейчас закончится эта проверочка. Так, это надо удалить, эту программу. Нам не нужна. Пишем appwiz.cpl. Нажимаем Enter. Здесь можем убрать программы, которые нам не нужны. Ну, клиенту не нужны. Уже 55%, 56%. Давайте пока проверим, что у нас с температурой. //lab Enter. Заходим сюда, запускаем AIDA и проверяем температуру процессора. И кликаем вот сюда. Start. С охлаждением все идеально. Закрываем программу. Уже очень скоро. Алло, так, давайте попробуем. Видите, команда не удалась. Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию. Поэтому давайте вот что сделаем. Заходим в Google, печатаем слово dis. Вот оно тут появляется, можно использовать эту команду, чтобы вылечить нашу операционную систему. И здесь, дорогие друзья, меня ждал неприятный сюрприз. Компьютер намертво завис, мне пришлось его выключить, после чего
он уже не загрузился. Поэтому придется переустанавливать Windows. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.